Я думаю, все когда-либо видели рекламу про чудо-карандаш, устраняющий You царапины. just fix it fast. Got a scratch? Fix it. Got a door ding? Fix it. Got a nick? Fix it and forget it. If seeing is believing, watch this. Can you imagine having a scratch like this? Now watch Fix It go to work. It feels it. It seals it. It disappears Моя like реакция на magic. это была однозначна. Я не мог удержаться и смотрел дальше. Мой мозг пытался ухватиться и найти этому хоть какое-то объяснение. Ролик на английском языке. А но я передам вам, а в чем суть. Смотри сюда, мужик. Сейчас я тебе покажу чубовую вещь. Ремонт вмятин, царапин, сколов. Одним, мать его, касанием. Да, непревзойденная химоза, способная избавить тебя от любых царапин, сколов, потертостей и прочего дерьма. Просто проводишь по царапине и даешь высохнуть, и все, мать его, и все. Смола заполняет царапину и застывает от солнечного света. Никакой работы, без шлифовки, без оборудования. Один звонок, до с башки. Смотри сюда, Нигер, какой-то подонок искорябал твою красотулечку. Ля, чувак, ты же сам ее покорябал. Да, это не моя тачка. Все происходит на твоих глазах, Нигер. А когда я поцарапал машину, взятую на прокат, то не нашел ничего лучше. Чем просто замазать ее Fixie Pro. Зачем полировка? Это профессиональный сервис, который оббирает тебя до нитки, бро. Будь умнее, чувак. Подгибай свою задницу и закажи Fixie Pro прямо сейчас. Прямо сейчас сохрани свои деньги и сделай все сам. Fixie Pro не сбывается, не выцветает, гарантированно восстанавливает, а внешний вид надолго, мать его, надолго, Нигер. По факту, вам продают тюбик с нитролаком, который заполняет риску царапины, убирая тем самым белесость. Однако отражение глянца становится неровным из-за разводов материала. Этот дефект на самом деле устраняется полировкой в любом сервисе кузовного ремонта. Весьма недорого. Тогда как реклама говорит о дорогостоящем ремонте, манипулируя желанием сделать это быстро, дешево и самому. Спрос на эту продукцию в принципе понятен. Каждый бы хотел щелчком пальца устранить дорогостоящий дефект. И сейчас я расскажу, как это сделать красиво, мать его, красиво. Итак, любой ремонтный процесс – это оценка, план, реализация и анализ. Сколы бывают трех типов. Первые – это повреждения лака, и если глубина не позволяет их заполировать, их можно просто заполнить, и мы обойдемся только лаком. Вторые – это где уже поврежден базовый слой краски, и потребуется автоэмаль необходимого цвета. Ну а третий вид скол – это запущенный. Скол до металла, который уже начал ржаветь. Мы имеем дело с многослойной системой, в которой нанесен ряд материалов, праймеры, филлеры, отделочные и защитные слои. Подробнее об этом я рассказываю в видео «Покраска авто». Чем хорош точечный ремонт? Для него вам не нужно абсолютно никакого оборудования. Все необходимое вы можете приобрести в любом подборе автоэмалей. Ну как в любом. А лучше всего их приобретать по адресу Немировича Данченко, 133. Кроме самой краски и двухкомпонентного лака, вам потребуется обезжириватель, одноразовая салфетка и аппликаторы для нанесения. Аппликатор – вещь многофункциональная, пришла к нам от зубных техников.
Во-первых, за счет гораздо меньшей рабочей зоны самого ворса распределять материал получается гораздо аккуратнее, чем встроенной кисточкой в самом корректоре. Держите еще лайфхак, им можно также вытаскивать сорины из свежего лака, не повреждая базовый слой. Да, ребят, хочу сказать, сама краска очень тонкая и практически не несет никаких защитных свойств. Поэтому я всегда рекомендую использовать двухкомпонентный лак с отвердителем. Он устойчив к химии, щелочи, температуре и влажности. При близком рассмотрении контур ремонта и внутренние неровности будут видны. Не нужно ожидать, что вы абсолютно устраните дефект. Если бы было бы все так просто, не существовало бы тогда малярных мастерских и продавцов лакокрасочных материалов. Подкрашивать корректором – это не работать краскопультом в покрасочной камере. Для этого не нужно знать о химической последовательности материалов, шаги шлифования и межслойной сушки. Не нужно дорогостоящего оборудования и целой бригады квалифицированного персонала. И вот правило номер 7. Желания недостижимы. Мы никогда не получаем то, чего желаем. В итоге мы получаем только то, над чем мы работаем.